покупательской способности сейчас никакой нету абсолютно. Люди не понимают, что будет дальше. Я понимаю, что такая обстановка, что, возможно, вообще никуда не уедешь, и мне становится страшно в этот момент. И людям просто как бы некогда дружить, некогда тратить свое время на то, чтобы с кем-то провести его вот просто так. 10 марта 2009 года я перебралась в Москву, а 10 августа этого 2022 года я из нее уехала. Вот такая судьбоносная десятка получилась. Конечно, я об этом выпуске думала очень давно, но Москва для каждого своя. Москва – город, который или принимает, или отвергает, и каждого по-своему. Но не могла я никак не снять 13 лет жизни в этом городе и просто их отпустить. Поэтому сегодня будет такой личный во многом выпуск. Обязательно пишите, какая Москва для вас, и смотрите с удовольствием. В какой-то степени, наверное, москвичи, у них больше доступа ко всему, да, то есть я всегда себе завидовала, потому что я радовалась, что я родилась в Москве, в том плане, что здесь много чего есть, здесь много куда можно пойти, всевозможные тусовки, развлечения, пожалуйста, тебе доступны. Но в плане менталитета, наверное, в этом плане мы чуть-чуть свободнее, да, то есть мы немножко больше европейцы, чем вся остальная Россия. Мой муж сам родился не в Москве, и у него было все время представление о москвичках, что они, более такие вот девушки, более такие открытые. И поэтому меня все время говорил: ты какая-то нетипичная москвичка. На самом деле москвичи очень разные. У меня очень много моих друзей, подруг, то есть, в принципе, вполне обычный рабочий класс, да, то есть люди, которые ходят на работу каждый день, приходят с работы, да, то есть, да, мы не работаем на каких-то там заводах или там сложных работах, да, но в плане того, что ты ходишь в офис, сидишь в офисе и возвращаешься домой. Единственное, что меня это участь избежало, да, то есть я такой вольный художник, сам себе начальник, да, поэтому я все время избегала вот этих вот работ с 9 до 6, да, то есть вот это вот не моя какая-то тема, поэтому, да, наверное, в этом плане я нетипичная москвичка. Мне кажется, что в Москве дружат иначе на самом деле. Я об этом часто и много думала, особенно когда выезжаешь в регионы или в тот же Казахстан, про который у меня был последний выпуск. Это очень сильно чувствуется. В Москве как будто бы дружат, когда это удобно и надо. Может, это мой опыт, я допускаю, что, может, просто я не очень хороший человек, привлекательный для дружбы, я не знаю. Но по итогу почти за 13 лет дружбы, в общем-то, у меня вот по большому счету есть только одна подруга, которая сейчас меня снимает. Как правило, дружба заканчивается тогда, когда ты уходишь из того места, где у тебя образовались эти самые друзья. Это может быть универ, это может быть особенно рабочее место. Ты работаешь, ты плотно дружишь, ты общаешься, у вас схожие какие-то интересы, времяпровождение, вы много торчите на работе. Ты меняешь работу, также меняются твои друзья. Это мое ощущение. Это можно понять, потому что здесь очень все быстро, очень насыщенно, и людям просто как бы некогда дружить, некогда тратить свое время на то, чтобы с кем-то провести его вот просто так, когда нет сделки, нет выгоды, нет какого-то совместного бизнеса, дела. И это, наверное, тоже минус Москвы. Вот такие человеческие отношения, которые построены всегда для чего-то. Началось, наверное, с института больше.
я дружила с девчонкой из Краснодара. Ну, мы сейчас не общаемся, но, в принципе, очень хорошо дружили. И еще у меня есть подруга из Брянской области, прямо из деревни. То есть она родилась в деревне, жила в деревне. И вот сейчас мы прям очень близко дружим. Мне всегда было комфортно и вообще все равно было с кем дружить, да, то есть самое главное, чтобы был мой человек. Да? То есть вот это вот для меня, наверное, самое важное. Если говорить о типичных москвичах, мне некомфортно общаться и дружить. В Москве, как и по всей России, очень сильное расслоение по социальным классам и количеству денег у людей. Вот. Но в целом, конечно, больше богатых людей, больше людей, обладающих элитной недвижимостью, дорогой, какой-то эксклюзивной. Тут есть свои коллекционеры в сфере недвижимости, у которых по 5, 8, 10 квартир. Но это отдельная история, обычно они с ними не расстаются. Ну, просто иногда водят туда экскурсии и прицениваются, как дорого можно продать свои активы. Чаще всего в центре покупают люди из регионов, так как для жизни эта недвижимость практически не предназначена. Но здесь красивая картинка, это, скажем так, пафосный адрес. Жить рядом с Кремлем, наверное, в их понимании статусно. Мы с тобой говорили о том, что если в понимании не москвича, да, типичная там москвичка, это вот девушка какая-нибудь тусовщица, гламурная, вся там при маникюрах, педикюрах, каких-то модных кафешках, ресторанчиках. Да? Короче, это я. Да, это ты, хотя ты не типичная москвичка, да, если так, ну, Я вообще не москвичка, ну уже по сути, ну, может, да, где-то. разве что сейчас, да. Вот. Но по факту мне вообще, по большому счету, всегда было комфортнее, наверное, больше с более такими простыми девчонками, с простыми мальчишками, да, которые там не сильно гламурные, не по каким-то там модным местам расхаживают. Для меня именно вот если только мой человек, да, то есть я по-другому не могу сказать. Вот что удобно в Москве, это, конечно, транспортная система в принципе, потому что есть все, есть такси, есть автобусы, есть троллейбусы, трамваи, электрички, поезда. Город огромный, но добираться с любой точки, практически в любую, всегда удобно и всегда найдется способ. Я помню парк Горького еще совсем в другом состоянии, вот этого всего не было, вот этих всех площадок. Я помню первый раз, когда я здесь оказалась, это был 2010 год, здесь стояло колесо обозрения, здесь были какие-то совершенно страшные развлечения, такие аттракционы для детей, и стояли точно, совершенно помню, красные пластиковые столы и стулья, и были шашлыки, и все сидели и пили пивасик. Буквально такой был региональный парк, в котором вот просто несколько аттракционов, никого, ни одной клумбы, ничего, шашлыки, пиво и пластиковые столы. Теперь вот это уж точно, что похорошело, то похорошело в Москве. Это парк Горького, просто бесспорно. Только я вам рассказала про аттракционы, и вот они все-таки есть в парке Горького, но, конечно, поновее явно немножечко, в отличие от тех, что здесь были. Но тоже есть. Москва учит самоорганизованности, мне кажется, прежде всего, когда задумываешься о том, чему научила меня Москва, мне кажется, это вообще самая главная история, потому что очень много людей, очень большие расстояния, и как бы существует какая-то система негласная. Я помню, когда первый раз попала в метро, меня поразила вот эта история, что на эскалаторе справа ты стоишь, слева ты идешь, и все, не сговариваясь, это знают. И также касается всего, даже банально, если ты ждешь где-то маршрутку или автобус, люди выстраиваются в очередь, если это парковка, и ты на машине едешь куда-то, есть вот этот метод заезда, как он там, молния называется, когда ты пускаешь друг друга, первый, второй, с разных сторон. То есть очень много моментов самоорганизации. Огромный город, огромное количество людей, огромные расстояния, и проще самоорганизоваться, сделать свою жизнь такой упорядоченной и системной, потому что тебе самому будет проще потом жить.
Почему-то у многих какое-то представление о том, что московская пенсия – это какое-то очень что-то намного больше, чем региональная. Но на самом деле она, в принципе, небольшая, то есть в среднем это 20-21 тысяча рублей, может быть 19, ну вот около 20 тысяч, да. По-моему, это в среднем тысяч на 5 больше, чем в регионах. Потому что, насколько я знаю, есть собянинские доплаты, да, московские. Вот они, собственно, и эти там около 5-6 тысяч занимают. Да? То есть, в принципе, пенсия небольшая. Квартплаты тут не маленькие. Но если есть нюанс, то есть льготы. То есть, если не просто пенсионер, но еще и инвалидность, то, получается, есть льготы по жилью. Да? То есть, например, 50% с жилья есть льготы, да, то есть какие-то льготы все равно есть. Ими можно пользоваться, не все о них знают, да, то есть это, конечно, надо походить по всем собесам и всем остальным, да, но, в принципе, выбить какие-то льготы себе можно. Это уже новая Москва, и таких дворов сейчас очень много, такие колодцы, закрытые от машин. Ну, выглядит это все вот так. Я вижу один большой плюс – это прогулки с маленькими детьми, которые в безопасности от машин. Все. Больше лично я плюсов вот в этих муравейниках не вижу. После февральских событий рынок сейчас ушел в состояние стагнации. Несмотря на то, что правительство принимает разного рода меры и ставка ЦБ снижается, за счет чего ипотека становится более доступной и приближается к уровню до начала спецоперации, будем ее так называть. Но в целом покупательской способности сейчас никакой нету абсолютно. Люди не понимают, что будет дальше, стараются просто не делать, скажем так, резких движений. Если раньше цены стабильно росли на московскую недвижимость, то сейчас прогнозируется снижение до 25% от текущих цен, а многое просто не продается. Аренда сейчас очень много вакантных площадей, так как люди разъехались, снимало квартиры очень много экспатов, людей, работающих в иностранных компаниях, в IT-сегменте. Все они в большей массе уехали, и рынок аренды просел самый первый, и это самое значительное снижение цены на аренду, сколько я себя помню. Работаю я в недвижимости с 8-9 года, и с того момента произошло самое значительное снижение, и в целом квартиры не арендуются по большей части. Если раньше это было минимум 40-45 тысяч за квартиру, ну, в основном однокомнатную, конечно, то сейчас уже за 28, за 30 тысяч можно снять, в принципе, нормальный вариант. Ну и дальше, соответственно, цена растет от количества комнат, от локации, от расположения квартиры и ее наполнения. Вот вопреки распространенному мнению, что активная стройка только на окраинах, и, мол, нечего там жить, сами выбрали, сами виноваты. Вон, смотрите, вот, прям показываю, это башня Кремля уже, собор тоже находится в Кремле, и вот, собственно, стройка прям под окнами жилого дома. Так что сейчас вот в этом плане везет не всем. А это выпускники или не выпускники театрального? Здесь находится школа-студия МХАТ, и вот мы застали. Я, как все приезжие, наверное, жила в Москве в разных районах, вообще в разных местах, куча съемных квартир всяких разных. Сейчас мы находимся в самом центре, это, к сожалению, не моя квартира, но справедливости ради надо сказать, что с детьми уже в центре не очень удобно жить, потому что вот эти все шикарные детские площадки, которые я уже показывала, снимала в центре, их, в принципе, почти нет. Есть буквально несколько, я их почти все знаю, но они всегда переполнены, до них нужно добираться.
передвигаться, и это прям такая история, зажатая среди домов, среди вот стен, потому что места не так много. И даже здесь сейчас идет активная стройка. Вот буквально, я не знаю, мы в 500 метрах от Кремля, но строят какое-то очередное здание или какой-то очередной жилой комплекс элитный. Поэтому последние годы, мне кажется, история в Москве такая, что очень мало места, особенно в центре, а по окраинам очень много стройки. Если говорить про районы, здесь, конечно, постоянные споры, кому что нравится, кому нравится юг, кому нравится север, кто любит запад, восток. Я жила практически во всех районах, за исключением Запада, хотя Запад вообще считается одним из лучших, насколько я знаю, районов Москвы, экологически чистым, экономически благополучным и с точки зрения какого-то социума, видимо, тоже один из самых лучших районов. Я думаю, сейчас нам в комментариях там расскажут, какой лучший район. Я очень люблю юг Москвы, и так вышло, что я большую часть какой-то своей сознательной, нормальной, счастливой жизни живу именно в южных районах, и если выбирать, то я выбираю тоже юг и юго-запад. Насколько я часто меняю место деятельности, настолько я редко меняю место жительства. Да, то есть я вообще человек супер оседлый в этом плане. С 2 лет живу в одном и том же месте. Конечно, я думала про переезд, да, но все время какие-то «но». Я не представляю, как бы я сейчас переехала со всей своей большой семьей или в другой город. Вообще не могу себе это представить. Справедливости ради надо сказать, что я лично уже давненько хотела уехать из Москвы, 3 года, наверное, точно. А мне хотелось жить у большой воды, мне хотелось быть в более солнечном, приятном климате, мне хотелось меньше людей, чтобы было меньше суеты, агрессии, конкуренции, какой-то такой вот движухи бесконечной. То есть Москва, конечно, подходит для определенного периода жизни, для определенного возраста. Как только у меня появились дети, лично мне стало не совсем комфортно в этом городе, хотя, безусловно, в нем шикарная инфраструктура для того, чтобы рожать, воспитывать, взращивать детей. Но лично мне хотелось все-таки поспокойней. Внутренне я уже была готова к тому, чтобы уехать. И о грустном и серьезном февральские события этого года, они ускорили, конечно, мое решение, и, слава богу, моя семья меня поддержала в этом. Лично мне, скажу за себя, стало душно, просто буквально в воздухе душно в Москве, в России, потому что если ты не поддерживаешь повестку дня, которую нам транслирует правительство, государство, ты, конечно, становишься таким изгоем, и ты не разделяешь то, что тебе хотят сказать, в чем тебя хотят убедить. Тебе становится не так просто жить на самом деле. Я знаю, что у каждого своя позиция на эти события в Украине, но лично моя история такая. Мне стало душно, мне стало сложно, мне стало больно и грустно. Поэтому пока я себя не вижу в Москве и надеюсь, что получу классный опыт проживания в другом месте. Бывшая улица Горького. Здесь какая-то экскурсия. Всегда людно. Этих деревьев не было несколько лет назад. Слушайте, я помню времена, когда еще везде здесь, буквально позади меня, висели гигантские растяжки с рекламой. Это был 2009 год, я еще это застала. Я думаю, если нас будут смотреть те, кто видел Москву гораздо раньше, таких наверняка много, вы скажете, что было еще больше рекламы, и была везде парковка, вся Тверская была заставлена, и не было ни одного места, чтобы встать просто. Я прям это запомнила. А сейчас никакой рекламы абсолютно нет. Вот впереди у нас уже Кремль, а растяжки были буквально вот прям здесь и висели они одна за одной с разной рекламой жилых комплексов, бизнеса и разных мест.
про рестораны. Ну, в Москве, конечно, гигантское количество вообще любого общепита. Рестораны на любой кошелек. Мне кажется, эта тема достойная отдельного вообще выпуска. Про рестораны, про кухню и про сервис московский можно говорить на самом деле очень много. Здесь все круто. Вот не придерешься, если сравнивать с разными европейскими столицами, с теми же Штатами. Это не мое субъективное мнение. Я думаю, многие согласятся. В Москве с этим все очень хорошо. Но надо понимать, что часто это, конечно, совсем не дешево в сравнении с регионами. И особенно человек, который только-только недавно приехал, он чаще всего в шоке от этих цен. Ну, потом постепенно привыкаешь и начинаешь этим наслаждаться просто. Во-первых, потому что жилье в Москве стоит недешево, да. Мне кажется, это вообще в российская тема. Почему именно москвичи? Это, в принципе, в России так есть, да, что поколениями живут в одном доме, в одной квартире, там, или живут семьями вместе, да, вот я живу вместе с мамой. У меня свои были обстоятельства, потому что в какой-то момент мама нуждалась в помощи, там, у нее были переломы ног, и мы понимали, что как бы бросить ее одну я не видела возможности. Теперь уже я не понимаю, как уехать. Я, наоборот, такое чувство, что я более пустила корни. То есть мы там делаем ремонт в квартире, да, то есть и с одной стороны я понимаю, что такая обстановка, что, возможно, вообще никуда не уедешь, и мне становится страшно в этот момент, потому что одно дело, когда у тебя есть возможность, и ты как бы, ну, просто решаешь для себя остаться, а другое дело, когда возможности не будет, и вот тут немножко колбасит, да, то есть я надеюсь, что до этого не дойдет, но если дойдет, то, возможно, тогда уже буду думать, куда-нибудь сваливать. Пока чувствую себя комфортно, да, и наша семья не видит возможности переехать в другую, там, даже, например, квартиру. Ну, вообще, квартирный вопрос испортил москвичей, как в «Мастере и Маргарите»? Я думаю, что квартирный вопрос, в принципе, портит семьи, да, то, конечно, надо всем жить отдельно. По большому счету, всем надо жить отдельно, и будет меньше, ну, то есть семьям надо жить отдельно от родителей, родителям надо жить отдельно от детей, да, до какого-то момента. Я считаю, что это, конечно, правильно, да, то есть сложно договариваться, сложно находить какие-то компромиссы, и не всегда это вообще нужно делать. По факту надо искать возможности. Конечно, Москва стала городом моей жизни во многом, потому что именно здесь я закончила университет, здесь состоялась моя первая важная, интересная работа, здесь состоялись какие-то первые бизнес-проекты, здесь я вышла замуж, здесь родились мои дети, оба ребенка родились здесь. Конечно, нельзя никак вычеркнуть этот город из своей жизни. Он для меня пока главный, важный и судьбоносный, и навсегда останется в моем сердце, что бы здесь ни происходило, чем бы ни дышал этот город, он всегда будет в моем сердечке. Спасибо вам за то, что посмотрели. Пишите, какая она ваша Москва, что у вас с ней связано. Обязательно комментируйте и подписывайтесь на канал. Пока-пока!